количество автомобилей приготовил для вас такое. Ну, ребят, ну это шедеврально вообще. У него есть кондиционер, во-первых, на крыше, что редкость для такого, ну, для моделек такого класса. Во-вторых... Всем привет! Вы на канале Toy House. Здесь лучшие обзоры только лишь для лучших людей. Поэтому вступай в армию лучших людей и подписывайся на канал. А сегодня для вас я приготовил интереснейший обзор. И это будут модельки таксишных машинок, да? Так сказать, короче, модели такси от Технопарк. Автомобили с открывающимися дверями. У некоторых открываются багажники, а у некоторых даже есть свет. В общем... количество автомобилей приготовил для вас такое, ну, такое прям, да, такое, которое нашел в магазине. Не очень это будет мало и не очень много, вот так вот скажу, ну, все увидите сами. Погнали смотреть. И первый автомобиль у нас, как вы думаете, какой? Это будет у нас Реношечка. Рено интересная очень марка, на самом деле я такую таксишную машину-то и не видел. Это... ребята, Каптюр, да, Рено Каптюр, такси. Ну, может быть, конечно же, в каршеринге где-нибудь они, конечно же, есть, но вот в таком вот желтом окрасе и с такой желтой мигалкой я вот не видел данный автомобиль. Снимаем вот эти резиночки и давайте рассматривать. В конце видео мы с вами проведем, так сказать, сравнение, выберем лучшую модель. Итак, Рено Каптюр у нас. Ну что, передняя часть, в принципе, неплохо сделана, да? Декалечки присутствуют у нас таксишные. На номере у нас Каптюр. С этой стороны на двери у нас надпись «Такси» и, соответственно, шашечки по всему кузову идут. Вот эта желтая мигалка на крыше, конечно, она беспонтовая. Она здесь не нужна абсолютно, потому что у такси таких мигалок нет. Это больше какие-то мигалки для эвакуатора подходят, да? Задняя часть автомобиля, оптика выполнена из пластика. Значок Renault здесь уже сделан, отлит из металла на вот этой двери пятой, на двери багажника. Открываем. В багажнике у нас, в принципе, вот так вот пороги не прокрашены, ребят. И салон вот можем посмотреть, да и то даже туда не заглядываем. Давайте откроем двери, посмотрим. Ну, все мы знаем, что как бы по салону ничего ждать здесь нам не стоит. В общем, обычный классический такой салон. Пороги не прокрашены. Так, резиновые покрышки, фрикционный или инерционный механизм. В общем, кому как нравится. Но литой диск, кстати, неплохой. Вот куда-нибудь использовать его для каких-нибудь своих моделек зачетный. Снизу у нас автомобиль выглядит вот таким вот образом. В принципе, что сделано в Китае, да, Технопарк. И все. Ладненько, отставляем его в сторону, вот сюда. Кстати, зеркала сделаны вместе с дверями из металла. И дворники вот такие вот непонятные на лобовом стекле. Погнали дальше. Как думаете, какой следующий автомобиль будет? Вашему вниманию хочу представить автомобиль. Ну, давайте, ладно. Была иномарочка, давайте по отечественным. Это вот такая вот Приора. Такая же, как полицейская, только лишь это у нас уже такси. И кто-то мне написал комментарий. На полицейскую вот эту Приору, что это не Приора, а двенашка. Ребят, вот написано. Лада Приора. Я что, Приору от двенашки не могу отличить? Но вы даете. Или вы не можете отличить? Ну, это один был, единственный такой, как бы, написал комментарий. Говорит, это не Приора, это двенашка. Ну, я угорал, конечно, ну, ладно. Ну что, здесь такая же окраска у нас такси. Шашечки по всему кузову, да, идут. Опять такая ужасная мигалка. И, кстати, ну, еще... на парочку будут такие. Зачем эти мигалки нужны? Вообще у такси разве есть мигалки? Что-то я не это. Таких точно нету. Может быть, где-то в городах с такими мигалками уже есть. Может, я что-то пропустил. Так, ладно. Передняя часть. О, здесь, кстати, посимпатичнее выглядит, чем в полицейской было. Может, от окраса так влияет. Значок ладовский присутствует. Приора у нас надпись на месте номера, да. Маленькие небольшие колесики, типа имитация литого диска такого идет. Не знаю, или штампованного такого. Открываем дверь, заглядываем в салон. В салоне, как всегда, так, пороги не прокрашены, сразу говорю.
Пороги не прокрашены. Ну так, под запил какой-нибудь, что-нибудь с ней замутить можно использовать данный автомобиль. Днище, смотрите, ровненькое такое. Сделано в Китае, Лада Приора. И значок АвтоВАЗа здесь присутствует. Давайте заднюю часть автомобиля посмотрим. Пластиковая оптика опять-таки идет. Ну и открывается у нас дверь, это багажника. Сейчас приподнимем. Да что ты. Вот так вот. Смотрите. Ну и в принципе, то же самое, как и в Каптюре. Особо ничего нет. Вот такая вот машинюшка Лада Приора. Ну и давайте теперь по иномарочке. Как думаете, какая машина будет? Ну, эти машины, наверное, часто встречаются в такси. И это у нас будет Шкода Рапид. Вот такая вот классический такой, ну, классический седан, распространенный, да, бюджетного варианта. Ну, почему-то у него вот багажник не смущает. Вроде у Рапида так не открывается, хотя могу ошибаться. У кого есть Рапид, напишите мне комментарий, как у него. Они разные, кстати, бывают, эти Рапиды. Что-то я не могу тут это снять, эту резинку совсем. Сейчас. Опа. Так. Резинка. Ну, вот это вот резинка. Сняли резиночку, давайте смотреть. Вот полицейский не было у меня Рапида, но вообще классный автомобиль получился, неплохой, вот, ну, очень похож на настоящий. Доделать его немножечко, вот так, чтобы колеса не гуляли туда-сюда, и, в принципе, будет достойный автомобиль. Ну, тоже, опять, эти автомобили, в принципе, под запил какой-нибудь используют, самое то. Что по автомобилю сказать? Шашечки по бокам идут, здесь немножечко какой-то косяк с покраской или клей-то. Не знаю, такси. Здесь написано такси. О-о-о! Ну, ребят, ну это шедеврально вообще. Так наклеить. Это вообще круто. Ну, прям очень ровно приклеено. Да, шашечка супер. Такого я не видел. Ну, это уже все. Это прям просто штампует. Быстро, чтобы быстренько продать. Так, что здесь интересного? У нас литые, вот такие вот диски, короче, непонятного состояния, я не знаю, как сказать. Вот я модельки обычно не беру с такими дисками, но почему не беру? Потому что их никуда не используешь, во-первых, ну как-то их вообще некуда деть. Резину с них снимать, но резина здесь, о, какая широкая, в принципе. Но знаете это... Выбора не было таксишных машин, пришлось взять как бы. Давайте в салон заглянем. Вот так вот выглядит салон. Пороги опять-таки не прокрашены. Но дворников, как соответственно, нету, да. Я почему про них не говорю. Они вместе с лобовым стеклом сделаны. Зеркала у нас тоже все с дверями сделаны. Мигалочка на крыше, небольшой плавничок антенки здесь присутствует. Ну и давайте откроем вот этот вот багажник. Ну, здесь, кстати, большой багажник на самом деле, как у настоящего автомобиля. Только я не знаю, лифтбеки бывают в Рапиде или нет. По-моему, у них обычный классический багажник. Хотя могу ошибаться. Это же фишка, получается, Шкоды, такой багажник. Такой большой. Ну и в принципе-то все по модельке с этой стороны. Также все автомобили с фрикционным механизмом. Ну или инерционным, кстати. Да, здесь везде инерционный написан механизм. И что здесь у нас? Сделано в Китае, технопарк Шкода Рапид. Ставим ее сюда. Ну, вообще, вот она, кстати, не ахти модель, честно. И теперь тяжелая артиллерия. Теперь у нас микроавтобусы пойдут. Как думаете, какой первый микроавтобус будет? Давай, напиши комментарий, как думаешь. Я считаю до 3, до 5, ладно. Микроавтобус. Ну, просто одно название. 1, 2, 3, 4, 5. У нас 2 будет микроавтобуса. И первый микроавтобус у нас это Ford Transit. Вот такая вот маршруточка. Ford Transit. Давайте ее просмотрим тоже. Да, реально это Ford хотя бы. Хотя бы здесь уже реально Ford написан. Вот. Посмотрите. То пишут, то не пишут, не пойми как. Но передняя часть не очень. Если честно, не очень сделано, так как-то все замылено. Опять это мигалка на крыше желтого цвета. Не имеет автомобиль стоек никаких. Ну, надписи такси присутствуют у нас. Шашечки здесь по бокам идут. Двери вот такие большие. Открываем, смотрим в салоне, ничего особенного. Пороги не прокрашены. Задние двери не открываются. Здесь как-то вот они, ну, вот как-то так вот сделаны. Очень-очень много мест.
Оптика пластиковая. Подножечка есть. Транзит на номере. То есть Ford Transit. Мы понимаем, что это Ford Transit. И дверь вот так вот открывается. Такая же была, по-моему, дежурная часть в полицейских автомобилях. Ну все. Ничего существенного. В общем, такие автомобильчики, по сути, ну, я бы прошел бы мимо, наверное. Если бы для какой-то цели мне нужно было бы. Ладненько. Следующий автомобиль, который, я все-таки думаю, заслуживает внимания. Я даже не знаю, марку не написали, будем угадывать вместе с вами. В общем, это тоже микроавтобус, ребята. Этот микроавтобус уже со звуком идет, со светом, я так понимаю. Сейчас будем смотреть. И он довольно, ну, в коробке интересно сделан. Да. Ну, по-моему, он весь из пластика. Такое ощущение. Вот это металл, крыша по-любому пластиковая. Смотрите, какой интересный, необычный автомобильчик получили мы в коллекцию. У него есть кондиционер, во-первых, на крыше, что редкость для такого, ну, для моделек такого класса. Во-вторых, вот передняя часть, ну, нет, все-таки нет. Нет, зеркал нету. Шильдика нету, но это Мерседес, скорее всего, похож на Мерседес. Дворники типа сделаны отдельно, но на самом деле с лобовым стеклом. Шашечки присутствуют притонированные. У нас идут такие фары спереди. Маршрутное такси сбоку написано. Двери открываются вот таким вот образом. Ну, что у нас в салоне? Ну, в салоне здесь более-менее поинтереснее сделано. Пороги окрашенные даже идут. То есть так вот. Боковая дверь не открывается, но вот этот автомобиль уже более-менее такой, хотя бы сбоку, смотрится довольно неплохо. И он должен быть у нас еще музыкальный. Здесь, смотрите, сделано в Китае, и ничего здесь как бы нету, что за автомобиль. Батарейки там есть? Батарейки есть. Сейчас попробуем. Нажмем. Погнала таксишка, да? Ну, весело, да. Весело с таким звуком ехать. Один звук, ребят, все. В принципе. Ну что, вот такая вот небольшая закупочка таксишных автомобилей. Обязательно хочу услышать ваше мнение, какой автомобиль понравился именно тебе. Вот именно тебе. А мне, если честно, понравился, вот честно, ну, более-менее. Вот этот вот все-таки автомобиль мне больше всех понравился. Не знаю, вот сбоку он ничего так смотрится. Спереди, да, ну, можно его там как-то доработать, что-то сделать. И масштаб, к сожалению, не указан. Хотя, может быть, здесь на коробке что у нас написано? 12 сантиметров. 12 сантиметров данный автомобиль, то есть. Ну, они все пишут, что автомобиль у нас 12 сантиметров. Поэтому как так. Кстати, смотрите, здесь типа имитация стального диска. Очень неплохо сделаны колеса здесь. И резиновые покрышки. Они хотя бы какие-то более-менее. В общем, вот этот автомобиль на первом месте. Куда ты завелся? Не заводись. О! Скачет еще как. В общем-то, вот такой вот сегодня обзор. Если вам понравился видос, то, ребяточки, с вас лайкос. С меня следующий видос. Я для вас приготовил еще кое-что интересненькое. Ждите, скоро выйдет видосик. В общем, всем до свидос.